На фоне массового завоза мигрантов на территорию Российской Федерации в очередной раз нам сообщают правоохранительные органы, которые занимаются сизифовым трудом, они находят там одного-двух мигрантов на фоне завоза миллионами. Об этом говорил Бастрыкин на питерском форуме еще в 2024 году. Но вот очередной отчет сотрудники МВД России по Северо-Посадскому городскому округу в рамках оперативно-профилактического мероприятия направлено на выявление и пресечение незаконной миграции, то есть их завозят по миллиону. Совершенно непонятно, что происходит на границе, неконтролируемое все это. Пытаются какие-то списки создавать, потом сажают тех самых полицейских, которые их из этих списков за взятки выкидывают. Это, я так напоминаю, фон, который уже приходилось озвучивать, официально подтвержденный. Но, тем не менее, что нам говорят? В результате рейда к административной ответственности привлечены 28 иностранных граждан из стран Средней и Центральной Азии. Ну, я так понимаю, мусульман везут в основном... Я не против мусульман, я против того, чтобы в православную страну почему-то везли исключительно мусульман. Вот этого я не понимаю. А объяснять не хотят. Лавров не хочет объяснять, при том, что он хоть и армянин, но тоже вроде как не мусульманин. Ну, либо эта цель такая, столкнуть лбами, создавать неустойчивость так называемого социального климата. В таких случаях легче делать какие-то дела в тени от происходящего, когда люди отвлечены, возмущены. То есть такая провокация, я бы сказал. Ну, Лаврова привожу как одного из ярких, видных, потому что там в Госдуме очень многие высказываются за то, что надо привозить, это трудовые руки, формальность. Высказываются, потому что про эти руки никакой отчетности нет, сколько запросов, где работодатель, который говорит о тех или иных квотах. Этого ничего нет, привозят по миллиону в месяц. Это невозможно это даже подтвердить невозможно, что столько рук надо, потому что их посчитать невозможно. Бастрыкин уже говорил, собственно говоря, на том самом питерском форуме, что их привозят больше, чем возможно физически проверить. А значит, невозможно проверить. То есть столько невозможно пригласить на работу, потому что ты отчетность не создашь. Мне нужно вот в этом месяце 1 000 000 рабочих. Это вообще где? Это как? Это что за работа такая? Из них китайскую стену, что ли, делать? Я просто совершенно абсурдно, но втюхивание информации, значит, какие-то цели другие, теневые цели, я по-другому это назвать не могу, тем не менее, 26 поймали. Замечательно. Я думаю, что как раз вот самых честных каких-то и поймали. То есть это не то, ради чего все это, завозит их. Ладно, едем дальше. Эти, наверное, просто были хорошие работяги, которые просто, наверное, кормили семью. У меня уже такая реакция. Нарушивших установленные сроки пребывания на территории Российской Федерации составлены протоколы, соответственно, еще на 2 иностранцев составили протоколы по также статье КоАП за отсутствие патентов для осуществления трудовой деятельности. И, конечно же, сейчас будет информация, скорее всего, о том, что проверяют работодателя. Сообщила начальник управления МВД России Татьяна Петрова. На каждого правонарушителя наложен административный штраф 5000 рублей, это стандартно, последующим выдворением. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателя. Лавров работодатель, идите его установите там. Увидите, танцует тетка, это Захарова, ее отодвиньте, там где-то Лавров рядом, скорее всего, извините, не без иронии. Который привлек иностранных граждан, его еще установить надо, работодателя? На него все время ссылаются, я не просто так шучу про Лаврова, на него на таком уровне ссылаются, что этого работодателя уже полмира знать должно. Вторая половина должна ему поклоняться, как какому-то идолу. А они его еще устанавливать будут. Под его, формальное имя привозят по 1 000 000 в месяц. А его еще установить, оказывается, надо. Ни хрена себе. У вас одно с другим не бьется, сказал бы я, друзья мои. С другой стороны, вы можете высказываться со своей стороны. Может быть, я в чем-то не прав. Но я помню новости, которые были вчера. Может быть, расчет на то, что я как рыба и должен забыть эти новости. Черт побери, я не рыба, наверное. Вы рыбы? Пишите.